Читаю отзывы по варочным поверхностям и, несмотря на очевидность подключения, каждый раз все равно у кого-то что-то не получается. То путают местами провода и она вообще не включается, то работает только половина конфорок. И при этом у того, кто подключает, естественно, виновата варочная поверхность. Начать нужно с того, чтобы оценить вилку и розетку. Они должны выдерживать мощность электрооборудования, желательно с запасом. У меня вилка и розетка выдерживают ток до 32 ампер. Запаса особого нет, но не ниже нормы. Когда покупал, смотрел на вилку с розеткой на 40 ампер, но они выглядели так, как будто это они на 32, а то, что я купил, на 40. Иногда делают вообще без вилки и розетки, просто кабель сразу оставляют нужной длины, и он просто выходит из стены и сразу к печи. В данном случае кабель под розетку на варочную поверхность использовался ВВГ 3х6, а остаток, чуть меньше чем 2 метра, как раз пойдет на кабель от устройства до вилки. К слову сказать, варочная поверхность имеет в комплекте провод, и он уже даже подключен. Вроде бы осталось только вилку и все. Но я не хочу оставлять данный провод, так как слишком уж он на тоненького. Запаса по мощности почти нет. Данная варилка потребляет максимум 7200 Вт. Провод, который идет с завода, 5 на 1,5. Как вы поняли, имеет сечение 1,5 мм квадратных и в нем 5 проводов. Зачем 5? Один это заземление, еще 2 это фаза и еще 2 это 0. То есть фактически предполагается, что данный прибор будет запитываться от двух источников. Это сделано для того, чтобы не было большого перекоса по одной фазе, что будет приводить к проседанию напряжения по этой фазе и к росту напряжения на оставшихся фазах. Я так понимаю, что эта схема используется там, где небольшое количество квартир в доме. За границей дома 3 этажа – это достаточно частое явление, а на этаже всего 2, 3, 4 квартиры, то есть жильцов в доме немного. Это у нас в новостроях любят запихнуть до 10 квартир и даже больше на одном этаже, а самих этажей в самом лучшем случае будет 9, а то и 16 и 25. И поэтому у них вероятность того, что кто-то из небольшого количества соседей также в это время включит большую нагрузку, слишком мала. Вот и существует такая схема, чтобы сам потребитель как минимум еще по одной фазе сам же и давал нагрузку в случае большого потребления мощности. Не удивлюсь, если остальные приборы в квартире подключены на третью фазу. И благодаря такой схеме одна квартира и будет давать баланс по нагрузке на фазы. А у нас многие думают, что если можно подключить две фазы, то это значит, что варочная поверхность работает от 380 вольт. Может, какие-то и работают, но в данном случае это не так. Пусть вас не смущает тот факт, что на наклейке с подключением на обратной стороне указано про 380 вольт. Подтверждения этому факту я не нашел. Так, обратившись на официальный сайт, на котором нашел описание данной модели, я заглянул в инструкцию, в которой четко указано, что напряжение 220 вольт. И несмотря на то, что в инструкции есть такая же схема, но в описании нигде про 380 не вспоминается. А данная схема лишь введение в заблуждение. Видимо, отсюда ноги и растут об информации про 380 вольт. Данная варочная поверхность работает от 220 вольт, ну или точнее от 230 вольт. Такой сейчас стандарт. И поэтому, если к клеммам в печке не подключить в обе клеммы фазу и в обе клеммы 0, то будет работать только половина варочной поверхности. В данном случае либо левая, либо правая. То есть по сути здесь просто две варочных поверхности в одном корпусе. И вот если у вас только одна фаза в квартире, то вам нужно установить перемычки между фазами между собой и между нулями между собой. Ну или если подключать заводским проводом к вилке, то обе фазы подключить к вилке, где будет фаза, а оба нуля к контакту вилки, где будет 0. Кстати, если вы не знали, то существует стандарт по местоположению фазы и нуля в розетке. Фаза должна быть справа. Почему? Я думаю потому, что в тех случаях, где важно размыкать именно фазу, например у бойлера, то включенная проводом вниз, как это напрашивается по логике вилка, приведет к тому, что выключатель на бойлере и будет размыкать как раз фазу. А там, где не важно, например настольная лампа, у которой провод по центру вилки, то и подключайте как хотите. Не та нагрузка и не та опасность. Но, естественно, это не значит, что кто-то в вашем доме на этот стандарт опирался. Так вот, с завода у вас получается фактически две пары проводов сечением 1,5 мм квадратных. Максимальная выдерживаемая нагрузка на такое сечение 4 кВт.
Но так как одной парой такого провода подключается только половина варочной поверхности, а ее мощность 7,2 кВт, то максимальная нагрузка, которую ощутит этот провод, будет лишь половина, то есть 3,6 кВт. Что с одной стороны имеет 10% запас, а с другой, ну, слишком впритык. Поэтому я и подключил свой провод 3 на 6, максимальная пропускная способность которого 10 кВт, что имеет куда больше запас. Автомат на данную поверхность установлен 32 ампера. Естественно, речь о подключении подобных устройств идет тогда, когда ваша проводка и вводной автомат способны к таким нагрузкам. Все работает. Индикация варочной поверхности говорит о готовности всех 4 конфорок.